Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 300. Ухелянд бежал с окраины, шапка на бекрень. Дамы и господа, честнолюд, всем салют. Рад вас приветствовать на канале Влог 360. Для тех, кто не знал, меня зовут Сергей, не лысый таксист. Да, на такие уже переходят комментарии. Они в бан летят. Ну, не все еще, но отлетят в бан. Пускай дальше строчат. В принципе, я не обижаюсь на это, на обиженных воду возят, да. Ну, как-то немножко тоже неприятно. Я не таксист. Да, я лысый, но я не таксист. Я являюсь автором не только этого канала, но этих обеих. Вы видите QR-код справа от себя на дисплее или на телевизоре, на экране компьютера. Это влоги и музыка. Также вы видите QR-код телеграм-канала. Канал был создан специально для этого YouTube-канала, чтобы вы могли поделиться своим мнением, прислать ссылочку, какую-нибудь новость, обсудить. Обсуждается буквально все, не только политика, скажем, даже больше обсуждаются различные темы, начиная от дачи, копать огород, кухня, путешествия, все возможные темы. Так что переходите, подписывайтесь, общайтесь. Народ адекватный. Добро пожаловать также адекватных. По названию ролика вы уже догадались, о чем пойдет речь. Опять украинцы говорят, почему к ним так относятся в Германии. Да не только в Германии, по всей Европе, да, такое отношение. Плачутся, хнычутся. Давайте посмотрим. Но перед тем, как посмотрим, у нас в Германии есть кнопка. Она вам зашла, кнопка. Я читал комментарии, да. Но я вам еще одну кнопку сейчас покажу. Давайте посмотрим. Видали, как в Германии придумали? Вот так на кнопку нажимаешь, хоп, выходишь только на выход. А зайти обратно только через чип-ключ. Вот так. А зайти обратно только через чип-ключ. Напишите, есть у вас такая кнопка или нет. Почитаем, поржем, разберемся. Вот, ну что, давайте перейдем мы к роликам. Женщина, ну девушка, да, жалуется, почему, и спрашивают, почему, откуда. Ну, в общем, давайте посмотрим сейчас и разберем с вами. Кто мне может объяснить, почему немцы стали задавать такие вопросы? Какие вопросы? Давай. Я с этим сталкиваюсь уже не первый раз. Первый раз мне задали такой вопрос полгода назад. То есть я устроилась на новую работу, новая коллега меня спрашивает, а откуда ты из Украины приехала? Правда, откуда? С безопасной части или там, где идет война? Я говорю, я приехала из Харькова. Она такая, окей, шайса политик, шайса война и так далее и тому подобное. То есть, ну, получается, нормальная беженец, да, одобряем. Вот. И вчера сын пошел к доктору, и он у него спросил, говорит, у тебя такой акцент какой-то? Говорит, откуда ты приехал? Из Чехии, из Польши? Он говорит, нет, из Украины. Он говорит, а откуда приехал? С Буковели, со Львова, с безопасных регионов? Ну, правда ведь, да, есть безопасные регионы, да, и официально в Европе это заявили. Но туда ж не хочется ехать. В Буковеле квартира дорогая, снимать, да? Ну, потому что они там все сдавали свои квартиры и приехали здесь социал получать. Кстати, были такие ролики. Или будут уже. По крайней мере, на Ютубе уже висят. Или откуда? Или там, где война? Он говорит, я приехал из Харькова. Ну да, Харьков, да. Шайса политика, шайса война. Почему только сейчас стали задавать этот вопрос? 4 года прошло. Почему? Ведете себя хорошо, поведение. Сколько роликов, смотрите, вы сами себя снимаете. То едите в камеру, то материтесь в камеру, то бутылки бьете, то развал какой-то в магазинах устраивается. Ну, народ-то смотрит на это, да. Вы думаете то, что, вот как вы называете русские немцы, российские немцы. Хотя я с этим названием как-то не согласен тоже. Ну ладно, черт с ним. Вы нас ненавидите. Нет, это все чушь. Это все чушь. Вы вспомните, когда вы приехали, вам, кстати, помогали. И переводчиками, да, и так помогали. Чем вы отплатили? Вот. Но вы посмотрите в немецких соцсетях, именно там, где немцы общаются, да. Какого мнения? Смотрим. То есть раньше спрашивали, откуда ты приехал, с какой части Украины. Но вот чтобы спрашивать в формате с безопасной или небезопасной части, это странно. Потому что война — это не только ракеты. Война — это нищета, голод, гуманитарная катастрофа. Вот еще что это. Да? Что несет за собой еще война.
Тут я согласен полностью с ней, да, да. И я вообще против войны, ну нахрен. Хочу, чтобы везде жили мирно, у себя дома и прекрасно. Слышали, да, сейчас около 300 тысяч с Бангладеш беженцев в Европу, хотел сказать, на Украину поедут. Да, это на официальном уровне уже. Не только ракеты. И я знаю людей, которые приехали из запада Украины, но не говорят об этом, потому что стесняются. Понятно, что там нет войны. И квартиру сдали, наверное. Почему сейчас? К чему это? Она спрашивает, почему сейчас, к чему это? Давайте я вот сейчас покажу еще один вам ролик. Это знакомая девица вам. Она снимает ролики, относительно адекватные, скажу, да. Ролики, она тоже из Украины, и она покажет сейчас поведение. Или не поведение, а что остается после таких людей, которые возвращаются с Тафеля. Давайте посмотрим. Что? Наша песня хороша, начинай сначала. Только что закончился Тафель, вон там идут люди. Только что закончился Тафель, и там идут люди. А тут что-то валяется. С Тафеля валяется. Что делают люди? Это Да, Тафель, для тех, кто не знал. Тафель – это организация, которая бесплатно или же за очень маленькие деньги что-то предоставляет из питания. Да, да, это будут не продукты, скажем, вот-вот, но у них неделя, 4-5 дней еще есть до срока, пока это будет abgelaufen все, да, то, что и кушать, в принципе, все это можно. Но если тебе не надо, выкидывать не надо, можно оставить там, кто-то другой это возьмет. Ну, брать все, главное хапнуть, потом бежать, ах, это не надо, и выкидывать, да, даже не в мусорку, просто так, на улицу. Вот поэтому люди и спрашивают, почему и откуда вы приехали. булочки с пакетом, пакет с булочками, точнее, это хлеб. Хлеб выкинуть. Да чтоб вас... Это типа а-ля пельмешек. Они просто пришли тут, переложили, вот так вот все это выкинули и ушли. Но если что, да, типа вот Тафель, вот продукты. Я никогда этого не пойму, если честно. Я этого тоже не пойму. Кстати, мы один ролик делали про эту девушку уже, тоже про Тафель, да, она не первый раз это снимает. Знаете, я верю ей, потому что, ну, это свинство уже. Это просто свинство, да, чем люди эти занимаются. Типа, вы стоите, вы платите за это 4 евро. Вы стоите в очереди, вы тащите это все домой. Да, как я и сказал, есть по 2 евро, а тут надо 4 евро, да, ну окей. Зачем делать вот так вот? Типа, если вам не нужно, вас никто по рукам бить не будет, если вы оставите это в этой тележке, корзине, которую потом передадут просто другим. Типа, сам не гам и другому не дам. Это же делано намеренно, это уже 3-й раз подряд, они уже там место себе такое сделали. И вот просто постоянно там оставляют. В прошлый раз там все поела кошка, оно разморозилось, и она поела, я как-то показываю. Но я не понимаю, зачем так делать. Не только ты не понимаешь, я не понимаю. Ну вот, в принципе, ответ на вопрос, который в первом ролике женщина задала. Почему? Но это еще не все. Прежде чем мы перейдем к другим роликам, небольшая реклама, бесплатная реклама. Я за нее деньги не получаю. Это компания моего друга. Она занимается перевозками. Cargo In доставляет грузы по всей Европе, СНГ, по всему миру, включая РФ. Все четко, быстро, без заморочек. Если вы обратитесь к нему с канала Vlog 360, вы получите небольшую, но все же скидку. Все данные, контактные телефоны Эмиль вы найдете в описании под этим роликом. Огромное спасибо. Ну и давайте перейдем опять к роликам. Не к кроликам, а к нашим роликам. Почему? Она спросила, почему? А вот почему. Еще. Давно мы принцессу не снимали, да? Давайте покажу. Вот почему. Я, украинская принцесса в Германии, устроилась на работу. Вау, она устроилась на работу. Я рад, правда. Вы рады за нее? Ну, это молодец. Встала в 4 утра, собралась. Очень сильно мне хотелось спать, прямо нереально. Вот я собираюсь, и у меня просто глаза закрываются. Это было, кстати, не сегодня, это я рассказываю. Это было не сегодня, рассказывает она, да?
Знаете, что-то там нас ожидает. Знаете, было так грустно, я садилась в машину, это все стекло заледенело, мне пришлось выйти на 20 минут раньше, чтобы разморозить машину. Разморозить машину? Ну да. Знаешь, да, что машину нельзя заводить, чтобы она тарахтела на улице стояла. Я это все сделала, еду, и спасала меня только какая-то музыка радостная. Музыка? А ты не слушаешь мой канал специально, случайно, с YouTube канала? А если что, вот вы можете подписаться. Может, она тоже слушает музыку. Видите, QR-код музыкального канала. Испанская, кстати. Вот испанские песни, И есть у меня испанские тоже. они как-то так воодушевляют, не знаю, очень позитивные. Я ехала на работу. Ой, и ты едешь туда, да, у тебя только утро, а ты уже ждешь вечер, чтобы тот день просто закончился. Отработала 8 часов, вернулась и легла спать, потому что вставать в 4 утра это очень сложно. Сложно, да? Да, это сложно. У меня слов нет. И ты такой разбитый, убитый максимальный, ты просто ждешь ту пятницу, чтобы уже эта неделя закончилась. Ты живешь только с понедельника по пятницу. И потом зазвенел будильник, и я просыпаюсь и понимаю, что это был сон. И это был сон. Я рассказал, что-то нас ждет интересное. Вот такие ролики, да, они снимают. А потом другие спрашивают, почему так относятся к нам? Вы же сами про себя это снимаете. Я не говорю, что все люди. Не все. Везде урода хватает. Это 100 пудов. Вот. Ну, почему-то в большинстве роликов-то ваши гуляют. Они не гуляют. Вот про сирийцев говорят, да не гуляют сирийские там ролики. Не видел я еще. Нету. Но это же не только в Германии проблема. Это проблема и в других европейских странах. Еще один ролик. Уважаемые, на какой поворот? Посмотрите, это она отвечает на комментарий. Ну, как я понял, пора на поворот до своего края. Ну, наверное, польский это, да, язык похож очень на польский язык. Наверное, польский. И она отвечает поляку. Ну, или полячке. Ну, польскому гражданину, скажем так. И на какой край вы пытаетесь меня все время отправить? На какой-то край. Не пойду и не поеду никуда. А есть надо обязательно в камеру, да? Мне здесь хорошо. Тепло. Кормят. Зачем мне куда-то ехать? Зачем мне куда-то ехать? Ребят, вот все ответы на вопрос первого ролика. В принципе, можно было много набрать, можно было на целый час, на 2 часа набрать таких роликов, да, на один вопрос, чтобы сотни роликов ответили сами за себя. Так, теперь я немножко хочу сказать еще чего. Многие пишут, вот твои комментарии, между прочим, ты вставляешь. Да, я должен их вставлять, не надо. Так как мой контент базируется на том, что я ищу различные ролики, высказывания, поведение, ну, как вы сейчас видели, что творится, и показываю вам с разбором. Если я не буду свои 5 копеек вставлять, это уже не будет тогда разбор. Вот. И, значит, такой ролик не пройдет на YouTube. Я должен как-то комментировать, вас просить о комментариях, чтобы вы также поделились своим мнением. Так что, ребятки, делимся своим мнением. Может, вы что-то знаете больше, чем я, почему такое отношение к ним в Европе. Напишите мне, почитаем, разберем. Если писать такое вы не хотите в Ютубе, можете перейти в телеграм-канал. Крайне, видите, QR-код. Подходите, проходите, подписывайтесь. Там обсудим это дело. Спасибо, кто досмотрел до конца. Огромнейшее. Не забываем подписаться на этот канал, лайк, комментарий. Комментарий лень писать. Я надоело мне это говорить уже. Ну, точку, смайлик, еще что-нибудь поставьте. Все, всем добра, удачи.